Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы будем с вами обсуждать и тестировать идеальные ароматы для самых романтических событий. Eclat Amour и Eclat Toujours Intensity. Поехали! Эта чувственная романтичная парочка является фланкером линейки Eclat. И в данной коллекции уже есть Eclat Amour и Eclat Toujours, а два данных парфюма это усиленная версия, то есть фланкер-фланкер. Давайте же начнем разбор с женского аромата. Приходит он в розовой картонной упаковке, на которой изображен очень красивый золотистый мост. И Oriflame предлагает нам наполнить чувственные моменты этим ароматом, праздником эйфории вечной любви. А внутри мы находим уже знакомый нам флакончик. Дизайн в точности повторяет Eclat Amour. Ароматическая композиция творения французского парфюмера Николя Бонневилля. Николя заинтересовался ароматами в 12 лет после поездки в Грасс. И мир парфюмерии увлек его настолько, что после этого он каждое лето приезжал на каникулы на обучение к грасскому парфюмеру Жаку Морелю. Николя берет вдохновение из природы, является страстным садоводом, выращивающим различные растения и цветы в своем собственном саду в Париже. Среди творений парфюмера ароматы для Живанши, Антонио Бандерас и многих люксовых и нишевых брендов. Для Oriflame Николя уже создавал парфюм Lost in You для нее. И протестировав Eclat Amour Intensity, я нашла некоторое сходство с Lost in You. Даже в пирамиде некоторые ноты перекликаются, такие как розовый перец, груша, амброксан. И давайте же скорее протестируем вот этот Eclat Amour, потому что основная нота здесь заявлена цветок липа, о ней мы тоже сейчас поговорим, но при первом самом пшике вы почувствуете совсем другое. Алкоголь здесь, кстати, природного происхождения, а тип аромата янтарный, цветочный. Открывается парфюм игривостью, бодрящие верхние ноты сияющего мандарина приправлены ярким и пикантным розовым перцем, а также свежей и сочной грушей. Вот это вот стартовое начало как раз и роднит новинку с предыдущим творением для Oriflame Николя Lost in You. И я сразу же чувствую перец здесь, вот эта пряность, она вот всегда звучит для меня очень ярко и выразительно в любом аромате, какой бы я не тестировала. И для того, чтобы перейти к великолепному букету сердца, надо подождать где-то 10 минут, чтобы вот эти сочные фрукты, вот эта вот небольшая перчинка чуть-чуть развеялись. И тогда они уступают место шикарному просто букету, который ярко расцветает из сердца, и в современном и классическом танце сплетаются вместе сливочный аромат липы, придающий современную свежесть и легкость вневременной розе и пьянящему жасмину. Липа, растущая на берегах Сены в Париже, является прекрасным ароматным фоном для влюбленных, прогуливающихся там рука об руку. Цветы олицетворяют любовь и свет, а в мифологии викингов это дерево было посвящено любви. Крошечные кремово-золотистые соцветия цветка липы источают нежный, воздушный, зелено-цитрусовый аромат с естественным оттенком медовой сладости. Запах напоминает сверкающую свежесть и цвет идеального солнечного утра. Обожаю цветок липы и давно ждала парфюм с этими нотками, но если вы тоже любите липу и как она пахнет, я прям очень люблю, вот когда липа цветет, встать под дерево и вдохнуть этот аромат. Там, где я жила в детстве, росла большая липа, и мы с бабушкой собирали цветки липы. Я как-то об этом уже рассказывала в обзоре. И для меня вот этот аромат липы – это запах самого, что ни на есть моего детства и действительно какого-то чувства безусловной, огромной любви. И не зря этот цветок использован в данном парфюме. Но единственное, я предостерегаю вас, что в самых первых нотах вы липы не услышите. Надо чуть-чуть подождать, когда верхние ноты немножечко сядут, и тогда вы уже вот это сердце раскроете для себя в полной мере. И вот эти яркие цветочные ноты постепенно
смягчаются до чувственной сладкой ванили, теплого сандалового дерева и манящего амброкса. Шлейф здесь очень спокойный, безмятежный, как вот эта эйфория от ощущения любви. Éclat Amour Intensity – это яркий свет Парижа, интимные моменты и искрящаяся радость влюбленных. Современный аккорд цветколипы – это сверкающая центральная часть букета классических белых цветов, усиленная сочным мандарином в обрамлении элегантной, но чувственной древесной базы. Мне кажется, этот аромат идеальный спутник для романтических моментов и каких-то чувственных ваших событий, но он стартует у нас в каталоге не один, и к нему есть пара мужская, это Éclat Toujours Intensity, и это парфюм, который тоже создан для романтических моментов, приходит в мягкого мятного цвета картонной упаковки, на которой изображен такой же шикарный мост, только в серебристом оформлении, и этот аромат предлагает наполнить ваши самые яркие моменты любви глубоко мужественной, совершенно элегантной фужерной композиции, сочетающей в себе свежесть и теплую чувственность. Флакон Éclat Toujours Intensity сдержанно элегантный, очень лаконичный, минималистичный дизайн, абсолютно в традициях Éclat Toujours, и внутри мы находим гораздо более яркого и эффектного француза. Вот, на мой взгляд, вот эти ароматы олицетворения Парижа, Франции и вот этого свободного и романтичного духа этой нации. Мужская ароматическая композиция создана парфюмерами Гийомом Флавиньи и Надеж Ле Гарлантезе. Гийом — известный французский парфюмер, который внес значительный вклад в индустрию ароматов. Он создал уже более 74 композиции для нишевых брендов, таких как Lacoste, Dolce Gabbana, Giorgio Armani, Сальвадор Дали, Валентино, Playboy и многих-многих других. Для Oriflame он еще, по моим данным, не создавал ни одного парфюма, так что вот эта композиция будет первой, и я думаю, многих из вас она должна заинтересовать. Родился Флавиньи во Франции и вырос с острым интересом к химии. После окончания бакалавриата он углубился в свою страсть к парфюмерии и поступил в известную французскую школу для парфюмеров. Уникальный подход принес ему репутацию одного из самых инновационных парфюмеров в индустрии. И сегодня он продолжает создавать революционные ароматы, которые завораживают чувства и оставляют неизгладимое впечатление на каждого, кто ими пользуется. Вместе с Гийомом над ароматом Éclat Toujours Intensity работала девушка, французский парфюмер Надеж Ле Гарлантезе. Надеюсь, что я правильно выговариваю. Впервые это имя звучит в моем обзоре, но для Oriflame эта парфюмер уже создавала композицию. Может быть, вы помните такую туалетную воду Imagination. В 2014 году был выпущен этот парфюм. Я обожала. Весь флакон использовала. Очень жаль, что аромат ушел из каталогов. Но теперь вот в мужской версии снова у нас появляется этот парфюмер. Ее создание парфюмерии характеризуется фокусом на эмоциональном аспекте и способности аромата раскрывать мир мечты. Давайте же протестируем мужской парфюм. Очень такой задорный, и действительно представляется сразу какой-то романтичный мужчина, этакий француз. Тип аромата здесь ароматический, фужерный, и верхние ноты открываются таким огоньком в глазах. Они свежие, искрящиеся. Это композиция из пикантного лимона и тонизирующего аккорда, приправленные пряным черным перцем. Вот здесь как раз
перец практически не ощущается, а вот тонизирующий аккорд, он прямо такой очень бодрящий. Если, мальчики, кто-то из вас ищет именно аромат бодрости, ну, знаете, здесь даже оттенок говорит о том, что аромат тонизирующий, он будет вселять в вас бодрость, давать заряд, кураж, и все это приправлено очень романтичными нотами в композиции, потому что это первые такие брызги, пшики, они заряжают, но дальше-то мы найдем с вами сердце минут через 10, когда верхние ноты уйдут на второй план, во всем своем великолепии откроются земляные травянистые ноты герани и лавандина. Они шепчут нежные слова в сердце, окрашенные смолистыми тонами лабданума. И, наконец, шлейф соблазнит своими чувственными элегантными тайнами. Утонченный кедр, волнующий растительный кожаный аккорд излучат глубокую надежную мускулинность, а натуральное масло пачули со страстью перепишет правила мужественности. Растительный кожаный аккорд представляет собой воссозданную кожу премиум-класса, дубленную с использованием растительных веществ дуба. Элегантный аромат воплощает мужское тепло, силу и чувственность, придавая коже соблазнительную вуаль, и эта нота является воплощением настоящего парижского парфюмерного мастерства. То есть видите, какая у нас получается интересная, интригующая композиция. Сначала мы показываем задор и бодрость, и яркость. Сердце, оно уже такое соблазняющее, романтичное, ну а база уже открывает сердце и показывает какую-то нежность, страсть и чувственность мужскую. Классный парфюм именно для свиданий и для каких-то очень-очень интимных моментов в жизни. Этот аромат не про страсть, как, например, Суфива Экстатик, тоже есть обзор на нашем канале, там прямо разгоряченная кожа и пылающий букет. Этот парфюм, он соткан из верхних цитрусовых нот, ностальгических цветочных и до самых ярких, теплых растительных кожаных аккордов, олицетворяет собой элегантные контрасты, напоминающие изысканный загородный клуб. Eclat Amour et Toujours Intensity воплощает собой всю гамму чувств, которые мы ощущаем в пылу высшего проживания любви и сохраняют их в воспоминаниях, которые мы потом бережем вечно в своем сердце. Если вы тестировали эту парочку, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Планируете ли вы их к покупке? Мне будет очень интересно почитать вашу обратную связь. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.